Конечно, статистика. Не самые приятные новости для вкладчиков First Republic Bank в Нью-Йорке. Это одна из самых известных финансовых структур, как, в общем-то, стало известно накануне. Регулятор США наложил арест и продал его вклады и большую часть активов банку Chase. На такие крайние меры федеральные чиновники пошли, чтобы спасти банк от банкротства, что могло бы лишь усугубить ситуацию в целом по стране. First Republic со своей штаб-квартиры в Сан-Франциско стал третьим банком среднего размера в США, потерпевшим крах этой весной. Опасения как раз начались, когда Silicon Valley и Signature потеряли, в общем-то, своих клиентов и подали на банкротство. Тогда эксперты сомневались, что First Republic выживет. Согласно отчетам, у этого банка было довольно большое число незастрахованных кредитов, то есть тех кредитов, которые были свыше четверти миллиона долларов кредитов и вкладов. А также именно эта финансовая структура выдавала, в общем-то, кредиты, в том числе ипотеку, под очень низкий процент. Более того, не спасла еще и репутация. First Republic был популярен среди обеспеченных американцев, и говорят, что одним из клиентов был даже основатель компании Meta Марк Цукерберг. По состоянию на 13 апреля First Republic имела около 229 миллиардов долларов в общих активах и 104 миллиарда долларов в общих депозитах. Проблемы начались, когда в апреле вкладчики начали массово забирать свои деньги. Отток тогда составил почти половину всех средств банка. В общем, ситуацию удержать не удалось, даже увольнение персонала не спасли. В итоге регулятор все же решил арестовать банк и передал его крупнейшему в стране банку Chase. Что делать в такой ситуации, давайте выяснять. Сейчас с нами на прямой связи Евгений Гуревич, финансовый консультант. Спасибо, что вы сегодня с нами. Добрый день. Евгений, вот сейчас третий банк за последние 2 месяца. Если тогда, когда Signature и Silicon Valley, в общем-то, лопнули по большому счету, все говорили, что вот одни говорили, что кризис наступает, другие успокаивали, что все в порядке, ребята. И вот спустя 2 месяца третий банк, ну, в общем-то, довольно крупный в США в том числе. Это какая-то системная ошибка, системная проблема, или все-таки пока не все так плохо? В отличие от 2008 года, на мой взгляд, системного банковского кризиса сейчас нет. Тогда имела место ситуация, вызванная скверным качеством кредитных портфелей и залогов. То есть это был абсолютно реальный кредитный кризис, который затронул в первую очередь крупные финансовые центры типа Ситибанка. Сейчас ситуация с падением и даже исчезновением, к сожалению, некоторых малых и средних банков типа First Republic была вызвана исключительно их неадекватным управлением собственными инвестициями и процентными рисками. То есть они были не готовы к такому резкому скачку в политике процентных ставок, которая проводит сейчас ФРС. И примером этому служит, что некоторые банки, такие как Capital One, например, которые тоже не такие большие, были более консервативны в отношении своих процентных рисков и сейчас демонстрируют рекордный рост прибыли. Смотрите, понятно, что во всей этой истории ФРС, они решили перестраховаться, заблокировали банк, продали Чейзу, но у людей там были деньги, правильно, у людей там были кредиты. Как в таком случае вести себя вкладчиком и тем, кто взял кредиты, когда твой банк вдруг резко передает другому? Увеличиваются ли проценты по кредитным ставкам? И что будет со вкладами, кроме тех, которые, естественно, законом защищены? Как эта структура работает, если на пальцах объяснять? Ну, в первую очередь, в случае, если у вас был депозит, не паниковать. В случае, если у вас был кредит, не радоваться. Потому что в случае депозитов они просто передаются по наследству в новый банк. Вы получите автоматическую нотификацию от Chase, что у вас теперь новый номер счета. Кредит тоже будет по наследству передан в новый банк. И, насколько мне известно, но я тут не буду утверждать, насколько мне известно, они не имеют права менять условия кредита, поскольку они должны следовать кредитному соглашению, которое было подписано первоначально банком. Очень, на самом деле, успокаивающая информация. Смотрите, вот банк, First Republic Bank, сказали, что одной из его главных проблем был тот факт, что они давали кредиты под низкий процент. Сейчас, когда люди пытаются понять, какой же банк нести свои деньги, пытаются выбирать, смотреть, читать новости, вот для таких людей тот факт, что банк выдает кредиты под низкий процент, это красный флаг или все-таки
это мало влияет на тот факт, что банк может обанкротиться? К сожалению, не так просто анализировать ситуацию. Дешевые кредиты — это, как правило, маркетинговая тактика. Их обычно предоставляют крупные банки для того, чтобы привлечь новых клиентов. Эти же банки, как правило, предлагают низкие процентные ставки по своим вкладам. Опять же, тактика сейчас, по которой можно выбирать, в какой банк обратиться. Держитесь подальше от местных банков, от банков среднего размера, кредитных союзов. Выбирайте известные банки, которые у нас у всех на слуху, типа там Ситибанк, Wells Fargo и так далее. Но смотрите, в таком случае получается, что малые и средние банки, в том числе региональные, остаются без клиентов. Не подстегнет ли это всеобщую истерию и отток клиентов у этих банков, что в принципе ускорит их крах? Вот не видите ли вы закономерности во всей этой ситуации? И не передел ли это рынка крупными банками в банковской сфере? Естественно, структура рынка меняется вне зависимости от того, нравится нам это или нет. Мне лично это не нравится. Но винить тут никого, кроме правления этих банков, которые были недостаточно адаптируемы, то есть которые не были готовы к тому, что политика ФРС может поменяться и поменяться очень быстро, это их вина. Тут главное, что нужно опять еще раз понять, экономика остается, если там не суперсильной, как она была последние десятилетия, она в нормальном положении, в нормальном состоянии. Да, передел банковского рынка будет, он уже начался, это неизбежно. Мы должны будем выучить определенные уроки, мы как страна, не мы как там потребители. И мы посмотрим, что из всего этого получится. Но это не кризис, вызванный пока фундаментальной экономической слабостью. В общем, пока бояться, правда, видимо, ничего не стоит. И если упрощать, то главный совет все-таки доверяйте свои деньги проверенным большим банкам, потому что у больших банков больше вероятности ваши деньги еще и защитить. Благодарю вас за участие. С нами на прямой связи был Евгений Гуревич, финансовый консультант из Нью-Йорка. Благодарю вас.